Привет всем! Я Фирюза, и вы на канале Откровенно науки. В 2019 году миру показали изображение, которое назвали тенью черной дыры. Круг размытый, оранжевый, с черным пятном посередине. Нам представили ее как победу общей теории относительности. Но сегодня мы сделаем совсем другое. Мы не будем смотреть на нарисованную картинку. Мы посмотрим на реальность, на то, что происходит в центре галактики М87. И почему именно эта галактика ставит под сомнение саму идею черных дыр. М87 – это не одна из галактик. Это гигантская эллиптическая галактика, которая находится в скоплении Девы. Это центр местного сверхскопления галактик. Галактика М87 имеет массу примерно 1 триллион солнечных масс. Ее диаметр около 140 тысяч световых лет. В ее центре находится сверхмассивный компактный объект. Но главное не он. Главное то, что из этого центра вылетает. Из ядра М87 выходит грандиозный релятивистский джет. Поток плазмы, растянутый на десятки тысяч световых лет. В оптике мы видим около 5000 световых лет. В рентгеновском диапазоне до 30 тысяч. А в радиодиапазоне до 100 тысяч световых лет. Это не струйка. Это космическое явление. Центральный джет в галактике М87 – это один из самых мощных в известной нам Вселенной. Мощность релятивистского джета в галактике М87 оценивается в пределах 10 в 36, 10 в 38 Вт. Это значение получено из анализа механизма излучения и взаимодействия джета с окружающей средой с использованием радиосинхротронных моделей и численных симуляций. Возьмем среднее – 10 в 37 Вт. Эту величину будем считать примерной мощностью выброса. Для сравнения, мощность Солнца составляет 3,8 на 10 в 26 Вт. Джет М87 примерно в 25 миллиардов раз мощнее. Это мощность целой галактики Млечный Путь, сфокусированная в узком пучке. Можно спросить, какая температура у джета? Джет – это релятивистская плазма, вырывающаяся из центра галактики. Разные области излучают в разных диапазонах, от радио до рентгена. Это излучение не тепловое, поэтому речь идет не о настоящей температуре, а об энергии электронов, выраженной в температурном эквиваленте. Радиоизлучение создает электроны с энергией, эквивалентной примерно миллионам кельвинов. Оптическое излучение – электроны с энергией десятки и сотни миллионов кельвинов. Рентгеновское излучение связано с электронами, чья энергия эквивалентна миллиардам кельвинов. И тут мы подходим к ключевой проблеме. И возникает вопрос, который почти никто не задает. По некоторым оценкам, масса видимой части джета составляет 10 в 3, 10 в 4 солнечных масс. Эта оценка основана на предположении, что джет не содержит никакого вещества, кроме плазмы, испускающей синхротронное излучение. Если же в струе имеются, например, тяжелые частицы или слабоизлучающее вещество, то реальная масса джета может оказаться на несколько порядков выше. Следует отметить, что расчеты охватывали только внутреннюю, оптически видимую светящуюся часть струи длиной около 5000 световых лет. Полная протяженность джета от М87 в 20 раз больше, около 100 тысяч световых лет. Следовательно, общая масса всей струи примерно в 20 раз больше нижней оценки массы ее видимой части и может достигать значений 2 на 10 в 5 солнечных масс. И это минимум, если предположить, что джет не содержит ни светящегося или слабо светящегося вещества. Если принять во внимание популярную сейчас аккреционную модель активности черных дыр, то на центр галактики М87 упало огромное количество вещества, больше массы всего джета.
то есть больше, чем 100 тысяч солнечных масс. Но эллиптические галактики, включая М87, почти лишены газа, почти лишены пыли. Они не содержат никакого видимого вещества, кроме звезд. В таких галактиках просто нечему падать на центр. Даже если бы в галактике М87 было вещество, которое могло упасть прямо на центр, то такое вещество уже давным-давно упало бы на центр. Может, на центр М87 упало шаровое звездное скопление? Средняя масса шарового скопления в галактике М87 примерно равна 300 тысяч солнечных масс. Но размеры шарового скопления – десятки световых лет, а среднее расстояние между звездами даже в центре скоплений примерно 0,04 световых года. То есть расстояние между ближайшими звездами примерно в 100 раз больше, чем сечение захвата черной дыры. В лучшем случае упадет одна звезда, а остальные пролетят мимо. Объяснить мощный джет массой 100 тысяч солнечных масс так невозможно. Всего существует два принципиально разных варианта происхождения джета. Первый. Джет выброшен самим объектом без всякой аккреции на него. Второй. Джет образовался из вещества вне горизонта событий, которое туда каким-то образом попало. Но второй вариант упирается в отсутствие вещества, а первый – фундаментальную проблему. Согласно общей теории относительности, одинокая черная дыра не может ничего излучать. Если в центре М87 черная дыра, то вещество джета, прежде чем оно было выброшено из центра, должно было сначала упасть на этот центр. Но в галактике М87 нечему падать на центр. Масса газа вблизи сверхмассивного объекта в центре галактики М87 оценивается по различным данным в пределах от нескольких до десятков солнечных масс. Такие значения получены из радиоинтерферометрических наблюдений и рентгеновских измерений плотности горячего газа в центральной области галактики. Даже если весь этот газ упал бы на объект, то он не смог бы породить даже малую часть такого джета. Поэтому, согласно всем моделям черных дыр, такой джет просто не может существовать в галактике М87. Но он существует. Он долгоживущий, стабильный, колоссальный. Это не мелкая нестыковка. Это принципиальное противоречие. Джет М87 опровергает аккреционную модель, опровергает гипотезу черных дыр, демонстрирует, что в центре действует иной физический механизм. В центре М87 мы видим компактный, сверхэнергетический, выбрасывающий вещество объект, но не пожирающий. Это не прожорливая черная дыра. Это активный источник энергии, природа которого еще не выяснена. И именно поэтому черная дыра в центре М87 не триумф общей теории относительности, а ее разоблачение. Если теория не объясняет наблюдение, виновато не наблюдение. Джет М87 существует, он реален, и он требует новой физики, а не новых картинок. Вы были на канале Откровенно науки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И до встречи в новых видео.